Приветствую вас на канале Wow Nails Design. В этом видео у меня для вас подборка залипательного новогоднего дизайна маникюров в голубых тонах. Я долго пробовала и придумывала что-то не как у всех, отобрала для вас только самые удачные и кайфовые варианты. Получилось достаточно длинное видео и вместе с тем очень информативное и залипательное. Итак, четко, без всякой воды, поехали! На выровненный или укрепленный ноготок молочным полигелем либо базой наношу топ без липкого слоя. Просушиваю его ровно 1 минуту и затем буду втирать в тирки, буду делать градиент втирками, вот такую нежно-голубую, светло-зеленую или салатный цвет. Ссылки на них оставлю в описании под видео, кому интересно. Безумно красивую золотую, холодное золото в маркере от Bon Priti. Начинаю аппликатором вглаживать голубую кутикулы, и она не втирается. Втирки новые, мой любимый топ безотказный, в который всегда и втираются все втирки, втирка не втерлась. Лайфхак: протираем салфетки, смоченные либо в спирте, либо в обезжиривателе, и тогда любые втирки отлично вглаживаются в любой совершенно топ. Аппликатором вглаживаю 2-3 мм плотно у кутикулы и растягиваю где-то примерно на треть ноготка. Далее вглаживаю золотую, холодное золото втирку от свободного края, то есть снизу вверх, точно так же на 2-3 мм плотно, а затем аппликатором растягиваю где-то на треть ноготка. И уже для того, чтобы мне соединить и сделать плавный переход, аппликатором вглаживаю светло-зеленую втирку по центру. И вот такой вот металлическое залипалово получается. Идеальный градиент, блестит как металл. Кистью смахиваю остатки втирки. Для стопроцентной носки на ручках клиентки торец подпиливаю пилкой 180 грит, промазываю праймером бескислотным, или он же Ультра Бонд. Можно также промазать базу, совсем краешек торец. И затем перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости, хорошенько запечатывая торец. Просушиваю топ 60 секунд. Второй вариант залипалово, градиент кошками и кошкой со светоотражающими частицами. Наношу светло-голубую кошку, светло-зеленую кошку, все по трети ноготка, и на оставшуюся треть у свободного края кошку цвета шампанское со светоотражающими частицами, бомбическая кошка от Bon Priti. Кистью для градиента гребешок, также она у меня от Bon Priti, где-то 6 мм шириной, разметающими движениями перемешиваю цвета между собой. Затем, для того, чтобы довести градиент до идеала, прохожусь стягивающими движениями. Излишки на свободном крае гель-лака обязательно снимаю, чтобы там не получилось наплыва. И, конечно же, не забываю дорабатывать, докрасить у боковых валиков и у кутикулы. Не просушиваясь, прохожусь круглым магнитом палочкой и делаю блик по центру ноготка. Получается вот такой вот бомбический горящий градиент. Безумно красивый и залипательный, и очень кайфовый. Просушиваю его 30 секунд и затем перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости. Градиент выполнен на молочную подложку в один слой. Топ просушиваю 60 секунд и дизайн готов. Следующий вариант: в качестве подложки буду использовать серо-бежевый выбельный гель-лак с шиммером. Очень красивый, очень плотный гель-лак, перекрывается на молочную подложку в один тонкий слой. Просушила его 30 секунд и затем нанесла светло-голубую кошку. Нанесла где-то на четверть ноготка и делаю градиент, растушевываю, как бы растираю к центру ноготка. Примерно где-то будет на треть, 2-3 мм плотного гель-лака, и дальше к центру ноготка растянут, сведен на нет. Вот такой вот залипательный градиент у меня получается. Именно в таком исполнении его сделать гораздо быстрее и проще. Приставляю магнит, делаю блик по центру на этом кошачьем глазе. Быстро, просто, не требует никаких художественных навыков и очень залипательно и кайфово. Просушиваю 30 секунд и в принципе дизайн готов, можно перекрыть глянцевым топом и все. Но я продолжу дальше свой дизайн, перекрываю ноготок базой для гель-лака тонким слоем, сушу только 5 секунд и буду использовать одни из самых моих любимых слайдеров, объемные слайдеры в матовом исполнении. Именно эти снежинки — это хит топ номер 1, самые красивые, нежные, фактурные снежинки.
Выложила на салфетку с мощной обычной проточной водой, проверила, что слайдер уже ездит, значит хорошо размок, и сдвигающими движениями переношу на недосушенную базу. Чтобы объемные слайдеры хорошо носились, переносим их именно на базу, а именно на непросушенную, для того, чтобы, если вдруг перенесли криво, неровно, можно спокойно подвинуть, так как он достаточно хорошо ездит по этой недосушенной базе. Выровняла слайдер по ноготку, силиконовой кистью аккуратно, не задевая выпуклые места, разгладила где какие, если были складочки. И чтобы получить плавные градиенты, чтобы слайдер не закрыл до конца вот этот горящий кошачий глаз, пинцетом убрала лишние какие-то орнаменты, фрагменты, и получается ровный переход к кошачьему глазу, и вообще градиент не закрыт, все отлично видно. Досушиваю базу со слайдером 10 секунд, и торчащие излишки слайдер на свободном крае либо подпиливаю пилочкой, но, кстати, мне больше нравится убирать кусачками для кутикулы. Чтобы этот объемный слайдер относился от коррекции до коррекции, перекрыла его базой для гель-лака и кистью плоской сняла излишки с выпуклых мест слайдера. Просушила 10 секунд и затем перекрываю топом. Тут уже кому как нравится, либо глянцевым, либо в матовом. Но мне, кстати, эти объемные снежинки нравятся именно в матовом исполнении. Но чтобы горящая кошка не потеряла блеск, я перекрыла ноготок глянцевым топом и плоской кистью также убрала излишки топа с выпуклых мест слайдера. Просушила топ 60 секунд, дизайн готов. Следующий вариант дизайна буду использовать блестки. Нашла прям в тон моих вот этих голубых дизайнов. Цвет голубого топаза. Безумно красивые плотные блестки, крупные шестиграннички и мелкий шиммер. Наношу от кутикулы где-то 3-4 мм плотно и растягиваю к центру ноготка, где-то до трети ноготка, свожу на нет. Просушиваю 30 секунд, и так как блестки крупные и достаточно выпуклые, наношу базу для гель-лака примерно на четверть ноготка и на оставшуюся область серо-бежевый, тот, что использовала в предыдущем варианте. На стыке этим гель-лаком поставила такой небольшой бортик, кистью для градиента разметающим движением перемешала между собой базу и цвет и затем стягивающими довела градиент до идеала. Просушиваю градиент, затем буду использовать белые хлопья от Милка. Я думаю, они в самый раз будут похожи на снежок падающий. Нанесла на переходе градиента совсем чуть-чуть и от свободного края растягивая к центру. Вот что у меня получается. Фиксирую 10 секунд в лампе, затем наношу базу для гель-лака тонким слоем, не досушивая, сушу только 5 секунд. На непросушенную базу буду переносить надпись, ссылочки на свои любимые слайдеры с надписями разных совершенно торговых марок, но самые кайфовые оставлю в описании под видео. Слайдер выложила на салфетку с мощной обычной проточной водой, проверяю, что он ездит, значит уже хорошо размок, и штампом буду переносить на ноготок. Переношу ровно по центру на недосушенную базу. Я выбрала объемную выпуклую надпись Happy New Year. Очень красивая, прям вкусненько так смотрится, объемная, выпуклая, и сам шрифт очень красивый. И вокруг как будто снежинки, идет снег. Зафиксировала слайдер с базой 10 секунд. Чтобы все хорошо носилось, также перекрываю именно слайдер, именно эти буквы, базой для гель-лака. Излишки плоской кистью снимаю, именно только с выпуклых мест. Получается, по периметру слайдер у нас будет все-таки запечатан этой базой. Базу просушила и перекрываем матовым топом. У меня он с мелкими золотыми блестками. Плоской кистью снимая излишки с самых выпуклых мест слайдера. Не могу не сказать, обожаю этот топ и вообще сочетание матового с блестками и выпуклых каких-то элементов. Я просушила топ только половину времени, потому что дальше продолжу. В принципе, в матовом исполнении выглядит очень залипательно, но добавлю еще изюминки, чтобы вернуть блеск этим нежно-голубым блесткам. Нанесла глянцевый топ без остаточной липкости и немножечко растушевала. Получается у меня плавный переход от кутикулы, от глянцевого топа к матовому. Очень самодостаточные дизайны, варианты получаются. Соседние можно сделать с этим градиентом, с хлопьями или без надписи. Выделить только один ноготок с надписью. В общем, в этом видео у вас точно будет миллион вариантов маникюра.
Просушила топ 60 секунд. И следующий вариант покажу градиент, еще один способ с кошачьим глазом. Нанесла на 3/4 ноготка серо-бежевый шиммер и на оставшуюся четверть мятный кошачий глаз. Разметающими движениями перемешала цвета между собой, доработала стягивающим, довела градиент до идеала. Если необходимо, излишки гель-лак сняла со свободного края, чтобы не было наплыва, доработала боковых валиков и докрасила у кутикулы. И затем приставила магнит и сделала блик по центру на кошачьем глазе. Градиент просушила 30 секунд. В принципе, это уже самодостаточный дизайн, но далее я буду использовать стемпинг. Я подобрала вариант для нерисующих. Кому проще прорисовать, рисуем. Находим пластину со стемпингом с любой птички. Она нам необходима для эскиза. Пластина может быть как с AliExpress, так и из соседнего какого-то магазина. Находим любую пластину с птичками. Ссылки на все пластины с птичками, которые имеются у меня, я оставлю в описании под видео. Далее беру лак для стемпинга мятного цвета или нежно-бирюзовый, блестящий. Отпечатываю клетку с птичками. Это не обязательно, но добавляет такой некоторой изюминки. Лишние элементы со штампа убираю очищающим роликом. И, в принципе, чищу штамп именно роликом. Дабы его не испортить, как мне неоднократно уже писали в видео, не протираю какими-то ацетоносодержащими жидкостями. Чтобы очистить пластину, вытереть ее одним движением, очень полюбилась мне жидкость для работы со стемпингом. Далее буду использовать лак для стемпинга светлое золото. Точно так же наношу на пластину, затем провожу скрапером и отпечатываю на штамп. Переношу мелкие надписи на ноготок. Кстати, с надписями у меня есть еще и слайдеры, могу на них оставить ссылочку, пишите в комментариях, если интересно. Затем для эскиза птички буду использовать темно-коричневый лак для стемпинга. Точно так же выбрала птичку, нанесла на пластину, провела скрапером под углом 45 градусов и перенесла на штамп. Скрапером аккуратненько убираю возле птички ненужные элементы и уже роликом дочищаю оставшиеся. Затем эскиз птички переношу на ноготок. Что мне нравится в лаке для стемпинга, так то, что он очень быстро сохнет. Несколько секунд он высох, и я добавлю немножечко снежка, нанесу так, чтобы не перекрыть градиент, совсем чуть-чуть наискосок, вверху и внизу. Растушую немножко к центру, зафиксирую хлопья в лампе, и затем под слайдер в углу наискосок наношу базу для гель-лака и сушу ее только 5 секунд. Далее вырезаю мои любимые снежинки, вырезаю именно тот кусочек и фрагмент, который мне необходим, чтобы он хорошо подходил по размеру к ноготку. Кладу на салфетку, смоченную водой, проверяю, что слайдер хорошо размок, и сдвигающим движением переношу на ноготок. По непросушенной базе очень легко могу его сдвинуть, подвинуть, выровнять, как мне необходимо. Кусачками для кутикулы отрезаю излишки. Слайдер нам нужен вплотную к кутикуле, но буквально полмиллиметра, треть миллиметра, не доходить до боковых валиков и до кутикулы. Пинцетом убрала лишние какие-то элементы, чтобы у меня был плавный переход этой снежинки к основному дизайну. Досушиваю базу и слайдер 10 секунд. Чтобы слайдер хорошо носился, обязательно его промазываю базой для гель-лака. Плоской кистью снимаю излишки с выпуклых мест. Также фиксирую в лампе. И затем весь ноготок перекрываю матовым топом. У меня он с мелкими золотыми блестками. Со слайдера, с его самых выпуклых мест, плоской кистью снимаю излишки топа. Вот что у меня получается, пока матовый топ не просушен. В глянцевом исполнении этот дизайн тоже очень эффектный. Просушиваю половину времени, 30 секунд. Далее на палитру наставляю кошачий глаз цвета шампанского со светоотражайками, голубой, те, что у меня участвовали в предыдущих градиентах, и светло-зеленый. Вот эти 3 цвета кошачьего глаза буду использовать, чтобы раскрасить птичку. На пузико и голову наношу кошачий глаз цвета шампанского, приставляю магнит, делаю блик по центру этого мазка, фиксирую 10 секунд в лампе. Далее наношу светло-зеленый на крыло, точно так же закрашиваю это крылышко.
Приставляю магнит, делаю блик по центру и фиксирую в лампе. Затем остается мне раскрасить только хвостик. Наношу светло-голубую кошку, не просушивая ее, не сушу. На кончик наставляю вот эти голубые шестиграннички крупные, они блестят, сверкают практически как стразы. И, наверное, поставлю у основания крыла, не просушивая, так как я еще не сделала блик. Делаю блик на этом кошачьем глазе голубом и затем уже фиксирую 10 секунд в лампе. Чтобы до конца оживить эту птичку, мне понадобится черная гель-краска для стемпинга. Ставлю точку, прорисовываю глазик, совсем мелкая такая точка. На палитру наставляю совсем чуть-чуть черную гель-краску для стемпинга и белую. Использую именно гель-краски для стемпинга, так как они очень плотные. Смешала их между собой, получила серый, прорисовываю этим серым клюв. Поверху клювика провела белой гель-краской. И белой гель-краской прорисовала мелкими штрихами на груди, как бы перышки, и внизу крыла. Также белой гель-краской поставлю маленькую-маленькую точку на глаз, чтобы придать блеска, более живо будет выглядеть. И этим же белым прорисовываю по контуру поверху головы и плоской кистью растушевываю к центру. Просушиваю дизайн 60 секунд. Далее буду использовать глянцевый топ без остаточной липкости, он очень плотный, густой. Мне удобно наставить каплю этого топа на перчатку на большой пальцы и каждый элемент пройтись этим топом, чтобы запечатать все блесточки, чтобы они не выпирали, и немножечко придать объем каждому элементу птички. Объемная хрустальная птичка готова. Окончательно просушиваю дизайн 30 секунд. И следующий вариант это будет камень, текстура камня или ракушечник. В качестве подложки ноготок перекрываю серо-бежевым шиммером, просушиваю 30 секунд. Наношу светло-голубую кошку и светло-зеленую кошку по диагонали наискосок. Кистью для градиента плавно перемешиваю их чуть-чуть между собой и растушевываю в стороны. Приставляю круглый магнит палочкой и делаю блик по центру. Сушу 30 секунд. Затем беру поталь светлое золото. У меня оно все равно слегка желтоватое. Далее нашла, не знаю, десятилетней давности вот такие кусочки цвета голубого топаза. И, наконец-то, с Алиэкспресса до меня доехал ракушечник. Он был в пакетике, я поломала на мельчайшие, прям мелкие-мелкие кусочки. Я их как бы порезала, покрошила старыми кусачками для кутикулы. Еще мне в этом дизайне понравились вот такие вот хлопья. По переливам и цвету очень похожи на втирку единорог. На оставшуюся липкость после просушки кошачьего глаза положила по диагонали кусочки золотистой потали. Плоской кистью пригладила, чтобы сделать плавный переход этой потали, она как бы будет скрываться, нанесла кошачий глаз, светло-зеленый или голубой, неважно. Растушевала, просушила 30 секунд, затем перекрыла ноготок базой для гель-лака достаточно плотным слоем, но не сильно толстым, чтобы на эту недосушенную базу выложить кусочки ракушечника. Положила буквально 3 кусочка небольших, кисть смочила в базе для гель-лак и выкладываю теперь голубые кусочки цвета голубого топаза и затем добавляю немножечко единорожьих хлопьев. Фиксирую в лампе. Чтобы создать более натуральный эффект камня, добавила у меня такой молочный, белый с шиммером, либо можно взять любую молочную базу, либо полупрозрачный белый. Провела чуть-чуть по диагонали, сделала такие разводы. Зафиксировала в лампе и на липкий слой нанесу чуть-чуть втирки. Кистью для градиента совсем немножко хаотичными такими областями, немного растушевывая, рядом с кусочками потали. Втирка у меня цвета кофейное золото, чтобы как бы сгладить вот эту желтоватость потали. И даже такие мелкие кусочки ракушечника все равно очень выпуклые. Их необходимо будет запечатать, перекрыть базой либо прозрачным гелем. Что я и делаю. Выравниваю ноготок базы. Стараюсь сделать это как можно тоньше, чтобы ноготок не был объемным. То есть данный дизайн выполняем не на укрепленные, не на утолщенные ногти. Выровненный ноготок с базой просушила 30 секунд. Затем беру матовый топ и ставлю
каплю матового топа на палитру. Также мне понадобится белая гель-краска, наношу ее на палитру и прямая плоская кисть шириной 3 мм на чистую кисть набираю на ее уголочек белый гель краски. Я на перчатке растушевываю, чтобы это был плавный переход и кисть была плоская. И таким образом, то есть краска у меня гель-краска только на уголке кисти, кисть полностью чистая. Провожу, делаю разводы. Слегка трясущейся такой рукой провожу волнообразные разводы. А матовый топ мне необходим для того, чтобы размывать. Как только появляются какие-то полосы от этой плоской кистью, тут же ее обтираю от гель-краски, смачиваю в топе и как бы растушевываю, развожу эти разводы. Получается только по контуру вот этот тонкий такой ободочек, исходящий на нет красивая прозрачная вуаль. Прорисовала первый слой вуали этих разводов, зафиксировала в лампе и, если необходимо, дублирую еще раз вторым или третьим слоем. Тут тоже очень важно не переборщить и не закрыть всю нашу выложенную красоту внутри. Вот такая вот нежность у меня получается. Просушиваю 30 секунд и перекрываю ноготок глянцевым топом без остаточной липкости. Все, кажется, я нашла самый кайфовый стопроцентный вариант этой текстуры камня, этого ракушечника. Ничего никуда не затекает, ни под кутикулу, ни боковые валики, как это у меня, например, было с гель-краской и спиртом. Дизайн досушиваю и заключительный вариант с домиком. В качестве подложки у меня будет градиент. Еще один вариант градиента. Нанесла серо-бежевый с шиммером и йогуртовый гель-лак мятного цвета. Кистью для градиента гребешок прошлась разметающими движениями, а затем стягивающими, доведя градиент до идеала. Просушиваю градиент 60 секунд, затем намешанным серым прорисовываю эскиз домиком. Он будет располагаться примерно на треть ноготка. Эскиз зафиксировала в лампе. И затем этот домик раскрашиваю кошачьим глазом. Кошачий глаз цвета шампанского нанесла, раскрасила окошко. Приставила магнит, сделала блик по центру, зафиксировала в лампе. Затем половинку домика раскрашиваю голубым кошачьим глазом. Чуть-чуть растушевала на крыше. Приставила магнит, сделала блик по центру. И точно так же зафиксировала, просушила в лампе. На оставшуюся половинку домика наношу светло-зеленый кошачий глаз, растушевывая, чтобы у меня получился плавный переход от голубой кошки к светло-зеленой. Приставила магнит, сделала блик, просушила. На крышу домика добавлю вот этих безумно красивых цвета голубого топаза блесток. Зафиксирую несколько секунд в лампе. И в уголках по диагонали добавлю белых хлопьев, чтобы смотрелись как снег. Хлопья просушиваю. И под надпись мне необходимо выровнять ноготок, перекрыть эти хлопья. Перекрыла базой для гель-лака, просушила ее 10 секунд. И буду использовать для надписи пластину с AliExpress. Нанесла лак для стемпинга светлое золото, отпечатала надпись «С Новым годом». Не самая ровная и удачная надпись, но, к сожалению, я не нашла подходящих слайдеров с надписью золотого цвета. Все золотые какого-то дико желто-золотого оттенка. Поэтому я сделала надпись именно стемпингом, чтобы она была в тон кошачьего глаза цвета шампанского. Голубым и светло-зеленым кошачьим глазом кистью для градиента прорисовываю подмалевки еловых веточек. Фиксирую в лампе. Перекрываю ноготок матовым топом. У меня он с мелкими золотыми блестками. Сам домик уже достаточно выпуклый. Нам не нужно выравнивать ноготок. Выровнять можем только топом по периметру вокруг домика. Просушиваю топ половину времени. Далее мне понадобится белая гель-паста и тонкая длинная кисть страйпер. Прорисовываю обводки домика, окна, прожилки на этом окошке.
И вот такая вот красота, уже более живой домик получается. Можно просушить, зафиксировать, если боитесь ошибиться. Я не просушиваю, кистью для градиента вот такими вот штрихами по кончикам прорисовываю белые иголочки на этих еловых веточках. Тем самым делаю их более объемными визуально. И по центру тонкой кистью добавлю некоторых иголочек чуть потолще, поплотнее, чем они у меня были на кончиках. Фиксирую в лампе. В принципе, уже на данном этапе дизайн можно оставить в покое. Но я все-таки сделаю еще металлическую золотую крышу в тон надписи «С Новым годом». Золотой гель-краской без остаточной липкости прорисовываю крышу. Просушиваю 1 минуту и затем вглаживаю в тирку. У меня это кофейное золото. Излишки в тирке смахнула кистью. Чтобы втирка хорошо носилась, хорошенько запечатываю и перекрываю топом. Топ просушиваю 1 минуту и салфеткой, смоченной в обезжиривателе, обязательно вытираю от остатков втирки. Теперь мне необходимо вернуть вот этот горящий блеск кошачьего глаза этому домику. Топом без остаточной липкости глянцевым прокрашиваю. Можно взять более плотный топ, чтобы еще и придать объем этому домику. И вот такое вот хрустальное новогоднее залипалово у меня получилось. Окончательно топ просушиваю 60 секунд. И моя нежная, безумно залипательная, кайфовая подборочка новогоднего дизайна в голубых тонах, как вы просили, кстати, готова. Ну что, у меня получилось окунуть вас в новогоднюю зимнюю сказку? Надеюсь, это видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно, и я вижу, что вам нравится мое творчество. А также не забывайте подписаться на мой канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!